Привет, меня зовут Воронкова Юлия. В этом видео я покажу супер быстрый рецепт торта без сахара, лактозы и глютена. Ничего выпекать, жарить и варить не потребуется, а приготовление займет не более 20 минут вашего времени. Вместо выпечки коржей я просто использую покупное печенье. Я выбрала песочное печенье от корпорации D&D под брендом «Умные сладости», так как оно рассыпчатое и не содержит глютена, сахара и добавленной фруктозы. А вместо сахара используются современные подсластители изомальт и стевия. Для торта диаметром 20 см потребуется 300 граммов печенья. Измельчаю его в блендере до состояния мелкой крошки. Это займет буквально 30 секунд. Еще у этого производителя мне понравилось амарантовое печенье с курагой и морковью. Оно также без глютена, сахара и фруктозы, как в принципе вся продукция бренда, так как они специализируются исключительно на продуктах для здорового питания. Помимо того, что это печенье очень вкусное, у него идеально чистый состав. Рисовая мука грубого помола, кукурузная мука, яблочное пюре, масло ши, изомальт, курага, яичный порошок, полезная амарантовая мука, сушеная морковь, сушеный топинамбур, заметьте, не сироп, соль и экстракт стевии. Такое печенье можно смело давать детям, как и эти хрустящие амарантовые шарики в натуральном апельсиновом соке. У них также хороший чистый состав. Шарики идеально подойдут для здорового завтрака. Их можно смешивать с йогуртом, мягким творогом или есть просто так. Еще из интересного в этой линейке я нашла безе с хорошим составом. По вкусу и текстуре они ничем не отличаются от классического безе на сахарной пудре. D&D производит не только сладости, у них также большое количество разных хлебцев. Мне, например, очень понравились такие хлебцы со вкусом томата и паприки. Они небольшого размера, тонкие и хрустящие, практически как чипсы, но с отличным составом, в котором только зерна риса, амаранта, соль и специи. Продукты я заказываю на Wildberries или Озон, ссылки оставлю в описании под видео. Для крема потребуется 500 граммов мягкого тофу, его еще называют шелковым. Если не хотите использовать тофу, то можете заменить его на рикотту. К тофу добавляю цедру одного лимона и выжимаю из него сок через сито. Туда же добавляю 8 граммов подсластителя, который в 10 раз слаще сахара, но можно использовать любой. Ванилин и 125 граммов кокосовой пасты. Я ее 20 секунд разогрела в микроволновке, чтобы она стала жидкая. Вместо кокосовой пасты можно использовать любую ореховую пасту, которая твердеет в холоде. Тщательно перемешиваю крем миксером или погружным блендером до момента, пока у вас не будет гладкой консистенции. 300 граммов замороженной клубники я нарезала мелкими кусочками и подогрела в микроволновке около минуты, чтобы клубника слегка подтаяла, но осталась холодной. Теперь смешиваю ксантановую камедь с любым подсластителем. У меня 10 граммов инулина. Можно использовать и интенсивный подсластитель, но тогда его потребуется гораздо меньше, и при перемешивании появятся комочки, но это не страшно, они потом разойдутся. В клубнику высыпаю камедь с подсластителем и перемешиваю. Сок от клубники должен загустеть. Теперь к 100 граммам крошки добавляю 1 большую ложку с горкой крема и перемешиваю, чтобы получилась влажная, но рассыпчатая крошка. Можно перемешать и всю крошку сразу, но мне было удобнее взвешивать по 100 граммов, чтобы каждый слой был идеально ровный. Собирать торт буду в кольце диаметром 20 сантиметров. Прокладываю его ацетатной лентой, чтобы было проще снимать форму, но это не обязательно. На дно высыпаю первые 100 граммов перемешанной с кремом крошки и хорошенько прижимаю. С помощью кондитерского мешка отсаживаю половину крема. Слегка разравниваю ложкой. Выкладываю половину клубники и равномерно ее распределяю. Для второго слоя я также смешала 100 граммов крошки с кремом, высыпаю, разравниваю и слегка прижимаю. Не так сильно, как на первом слое. Точно так же повторяю второй слой с кремом и клубникой. И высыпаю третью часть перемешанной крошки с кремом. Прижимаю.
Отправляю торт в холодильник минимум на 4 часа. Вот и все, быстрый торт без лактозы, глютена и сахара готов. Калорийность и список всех ингредиентов вы найдете в описании под видео. Если вам понравился этот рецепт, поставьте ему лайк и подписывайтесь на мой канал. Приятного вам аппетита!